Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я решила показать вам все раскрашенные иллюстрации в раскрасках Лулу Майя. Правда, первая — это «Миллион новогодних котов» Джона Бигвуда. И тут, конечно, такая непонятка, потому что в аннотации указано Лулу Майя, но я загуглила, что Джон Бигвуд — это тоже иллюстратор, и на каких-то сайтах вот эта аннотация, да, которая про Лулу Майя, тут подставлен Джон Бигвуд, поэтому как оно на самом деле, непонятно. Я, по крайней мере, такой информации не нашла, вот где более именно точно сознанием дела объясняется, кто именно иллюстратор. Поэтому я отношу это все к Лулу Майя в любом случае, потому что и оформление у раскрасок похожее, и формат, и стиль. Вот, поэтому, ну, как-то так. Давайте с нее и начнем. Сейчас я вот это все в сторону положу. У меня не так много везде пораскрашено, но все равно давайте полистаем. Я, правда, не делала никаких закладок. Эту раскраску мне дарила Марина и Юля. У Марины канал Маринины раскраски, а у Юли полка с раскрасками. Вот. Значит, сделан у меня здесь вот такой разворот. Тут на фоне сухая пастель, а также гелевые ручки, видимо, акварелька, ну и все такое. А здесь у меня преимущественно мэджики, и кохенуровские, и Fix Price. Вот здесь вот блестки, луч. Хорошая раскраска, она мне нравится. Дальше, сейчас так. Хорошо бы, конечно, по порядку, но давайте вот так пролистаем, потому что, в общем, закладки я не сделала. И дабы ничего не пропустить, сделан еще вот этот разворот. Тут у меня акварель, луч, также мэджики, перламутровая немножко акварель. Ну и, наверное, монделузы, возможно. Это я раскрашивала в декабре, получается, вроде как. Да, в декабре, правильно. Раскрашивала акварельными карандашами Vista Artista и, наверное, детской акварелью луч. Это вот как раз работа в этом месяце, в январе. Здесь у меня на фоне Kohinoor химический карандаш, Fix Price 36 цветов премиум. Это карандаши Brauber-Card 24 цвета, которые дарила мне Оксана. И BG Metallic. Я хочу еще здесь обвести гелевой ручкой, но жду, когда у меня будет раскрашен вот этот разворот. Я постараюсь это сделать еще этой зимой. Так, и здесь все. В общем, немного. У меня эта раскраска появилась в марте 2020 года, как раз ко дню рождения, а начала ее в декабре 2020 года. Ну, не густо, конечно, но просто много раскрасок, и ну, не получается как бы задействовать сразу все. Поэтому я уж беру вот так вот ее на новогодние праздники, на зиму и по одной в месяц. Миллион сов — это не самая моя любимая раскраска, я бы даже сказала совсем. Ну, она мне не в смысле, что она мне не нравится, она как бы хорошая, но, скажем так, не самая-самая. Я ее, помнится, в Питер, по-моему, брала, раскрашивала. В общем, она у меня более-менее стала двигаться, когда я тут преимущественно стала раскрашивать акварелью. Вот. Ну и на фоне сухая пастель.
Хотя она и не самая плохая для меня. Далее вот такой разворот. Вот его, по-моему, я в Питере раскрашивала. В Питере я не помню, наверное, тоже у меня какая-то перламутровая акварель, и луч тоже есть. Но поскольку, естественно, я в Питере не каждый день, и поэтому я не помню. В каких-то влогах питерских я показывала. Но акварель хорошая, тоже детская. Дальше. Сейчас пролистаем. В принципе, я так смотрю, много чего я пораскрашивала. Но вот почему-то в жизни сов я люблю, а раскрашивать меня как-то это пугает. Далее вот такой разворот. Его я раскрашивала, насколько я помню, той зимой. Тоже это, по-моему, в январе было. Вот в новогодние праздники, вот что-то такое. Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, именно в то время. В один такой день уютный, который по итогам стал бесячим очень. Ну, потому что я помню, я раскрашивала, потом пошла гулять с собакой, мне позвонили, так, здесь тоже акварель, в общем, мне позвонили, я не смогла поднять трубку, потому что, когда я гуляю с собакой, это Magic, я не могу отвечать, потому что у меня собака, как вы знаете, большая, и как бы вот. Потом я пришла спать. Меня снова там разбудили. На звонок я не ответила, сообщение написала. Мне написали, типа, ты что, видео снимаешь? Я пишу, я сплю. Далее последовала фраза, что-то ты рано спать легла, и звонки продолжились. Ну и потом я уже не смогла заснуть, доделывала эту иллюстрацию. Далее «Миллион медведей». Вот она мне как-то вообще не нравится. Сами медведи, они, конечно, в целом, как зверюшки, классные. Я даже не знаю, вот интересно, сколько у меня тут раскрашено. Давайте посмотрим. Вообще, конечно, хорошо еще делать параллельно с этим трекер и смотреть вот на трекере. Вот эта иллюстрация. Ну, это карандаши. Здесь я вижу металлики, вероятнее всего еще пастельные на фоне акварель. Конечно, вот здесь хорошо бы раскрашивать фломастерами, кисточками, например, но тут все протекает. Совершенно безобразно, поэтому, увы. Вот этот разворот, ну тут акварель. Потому что тоже вот, ну, видите, немножко протекает, но не злостно. Я бы даже сказала, больше просвечивает, чем протекает. Но вот к ней у меня, я даже сейчас смотрю, особо руки-то не тянутся. Вот еще такой разворот. Тоже раскрашивала в том сезоне зимнем, наверное. То есть вот она наименее заполненная у меня. Далее «Миллион ленивцев». Эту раскраску я очень люблю. Вот если, допустим, не считать вот этой, потому что она вроде, да, как отдельно, она мне очень нравится, то вот именно чисто от Лулумая нравится вот это больше всего. А так они вот наравне даже идут. Но здесь, знаете, я здесь много раскрашиваю карандашами, ну как много. Я подумала, что акварелью она у меня пойдет еще лучше. Но, как оказалось, несмотря на то, что тут, в принципе, немножко можно даже фломастерами какими-то пораскрашивать, не всеми. Они будут все равно просвечивать, но хотя бы не сильно там протекать, хотя тоже есть такие моменты. Вот.
Акварель, даже детская, здесь не подходит категорически, хотя вроде как на ощупь все должно быть более радужно. Но нет. Вот здесь вот карандаши, сухая пастель, здесь перламутр на фоне и фломастеры. С обратной стороны, ну, фломастеры, видите, протекли, ну, я думаю, не злостно, хотя напрасно я, конечно, раскрашивала тогда фломастерами, потому что теперь уже здесь придется использовать сухую пастель, но никак не акварель, а было бы замечательно. Ну, правда, как я уже сказала, с акварелью тут сильно не разгонишься. Здесь сухая пастель и карандаши, этот разворот мне нравится. Здесь на фоне акрил луч, и, как ни странно, красный цвет я не люблю, но здесь мне фон понравился, и главное, понравилось, как этот фон получился. Ну и этот разворот, конечно, возможно, я его доделаю. Вот, конечно, это можно оставить как память, как я раньше раскрашивала, но я, в общем-то, абсолютно не стесняюсь. Все мы чему-то учимся. Но я предпочитаю, если мне хочется, именно хочется, если я вижу, что я что-то могу исправить, почему бы нет. Вот видите, она максимально у меня заполнена из всех. Тут вот карандаши. Вот это. Вот такой вот. Такая иллюстрация. Фон акварель. Да здесь, по-моему, все акварель. Ну вот протекает. Хотя, по факту, сейчас я уже смотрю не так уж и злостно. Тоже, наверное, можно использовать акварель. Ну, вот здесь вот. Здесь, по-моему, у меня были карандаши, знаете, такие ашановские пластиковые, которые... Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. А здесь вот акварель. Ну вот. Следующее это... Да, мне это дарила Олеся, канала раскраски.ком. И эту я у нее в конкурсе выигрывала. «Миллион единорогов». Это, как видите, уже украинская версия. Она поменьше. Очень красивое пастельное оформление, как я люблю. Вот. Тут я тестировала, наверное, Мазари брашпены, вот эти кисточки. Ну и в целом тут ничего вроде как не протекло, не просвечивает, ну, может, чуть-чуть. В теории можно раскрашивать. Так. Сейчас посмотрим. Где что? Вот. Такой вот разворот, один из последних. Тут акварель луч. Наверное, может быть или BG, или Берлинга металлик. Мэджики из Fix Price. Здесь Монделузы с размытием. Далее, вот эта иллюстрация, она мне очень нравится, просто очень-очень-очень. Ну, это акварель, насколько я помню. Не, ну точно акварель, да, и перламутровая, и такая. А это, наверное, может быть, даже и в кюветках вот эта акварель. Я так аккуратненько, чтобы не протекала. Здесь вот две иллюстрации раскрашены. Карандашами, акварелью. Очень нравится иллюстрация вот эта. Но это, кстати, тоже.
Ну, то есть она у меня тоже так это заполнена. Для раскрасок Лулумай это неплохой результат. Далее, вот эти две иллюстрации. Ну, это как бы не разворот по факту. Две разные. Здесь вот карандаши и акварель. Ну и здесь примерно то же самое. Поймалась я на мысли, что у меня опять в шерстяных носках даже мерзнут ноги, но я не могу ходить в тапочках. Тем более тапочки это в лучшем случае тоже такие, знаете, как сапожки на тонкой подошве. Ненавижу тапочки. Хотя мне вообще нельзя как бы ходить без тапок. Миллион котов Лулумая. Ну вот тут посмотрим, мне кажется, что она тоже прям по минимуму заполнена. Если заполнено. Не, ну заполнено, конечно. Сейчас. Так, я быстренько. Вот. Мне, в принципе, здесь более-менее нравится. Здесь акварель, гелевая ручка. Мэджики, опять же, на деревьях. Вот. Но она такая бестолковая раскраска. Вот это я делала. Здесь вот акрил, туфелька, бабочки, гелевые ручки, а это карандаши. Все переливается. Так. Большая часть не заполнена. Вот эта иллюстрация. Тут немножко с фоном заморочилась. Но это акварель луч детская. Забавненько. Так, сейчас посмотрим еще. Кстати. Что тут еще? По-моему, уже все. А вот здесь я брашпены тоже пробовала. Тут брашпены, конечно же, просвечивают и даже немножко протекают. Протекают немножко, просвечивают злостно. Ну вот. Такие вот у меня результаты по этим раскраскам. Другие я даже покупать себе не стала, потому что они однообразные на мой вкус. Да и этого мне вполне достаточно. Конечно, если меня что-то прям очень сильно поразит, я себе приобрету. Но вообще все эти раскраски пришли мне в подарок. Вот то, что я не назвала, это мне дарила Алла. Ну да, по факту я себе даже, наверное, и не покупала ни одну. То есть это все мне подаренное. Ну что ж, если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мой инстаграм 3 рыжая 3 Благодарю вас за просмотр. Желаю вам прежде всего здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.